За 1,5 года во Вьетнаме мы с семьей пережили один переезд, один сильный стресс, исключение ребенка из школы, аллергию, бронхит, пневмонию, выпадение волос, вшей, несколько отравлений, ротавирус, одно землетрясение, да, было и такое, и, похоже, навсегда расстались с близкими друзьями. Вот это вот действительно грустно. Но, помимо этого, мы 6 раз слетали в 5 разных стран, дважды привезли сюда своих родителей, вывели на монетизацию 3 YouTube-канала, нас обратно взяли в школу, мы заработали, потеряли, снова заработали, изучили Азию вдоль и поперек, и сейчас я расскажу, чем Вьетнам хорош, а чем, ну, прям очень плох. Прям очень. Естественно, для меня, а не для всех. Но мои наблюдения стопудово вам помогут. Вьетнам cool. Но мои наблюдения стопудово вам помогут, даже если вы летите сюда в короткий отпуск и особенно, если вы собрались сюда надолго. Поэтому не переключайтесь, если что, есть тайм-коды. Аньохасиёпта, с вами Брижак. Погнали! Первое и самое важное. Здесь дешево, реально дешево. Из всех азиатских стран Вьетнам сочетает в себе 3 важных качества. Здесь все доступно, тропики и вечное лето, и здесь лояльны к иностранцам. Но все-таки самый важный пункт – это доступность. Здесь действительно все дешево. Кстати, на следующей неделе будет выпуск «Сколько дней можно реально прожить во Вьетнаме на $100», так что подпишитесь, чтобы не пропустить. Итак, еда. Еда доступная, и она хорошего качества. Скажем так, если вы ни дня не можете прожить без итальянских сыров, то выйдет заметно дороже. Но если закупаться только на рынке, есть сезонные овощи и фрукты, то можно жить очень даже экономно. Мясо, креветки, курица, яйца – все доступно. Жилье на любой кошелек, и в этом случае реально на любой кошелек. Хочешь снять себе виллу за $2000? Пожалуйста. Но снять хорошую квартиру за $500 в месяц также легко. Но если искать чуть похуже или что-то среднее, типа там без замашек на люкс, то за $300 точно так же квартиру легко найти. А если вы вообще не притязательны, то легко найти варианты и за $200 в месяц. Я подчеркиваю, что это легко. Это будет что-то вроде возле гор, вместо кондиционеров наверняка будут вентиляторы и непременно с видом на пальму. В общем, жилье во Вьетнаме найти на любой кошелек действительно несложно. Юридические и визовые вопросы. С этим во Вьетнаме, если честно, мне не очень нравится. 1,5 года назад здесь можно было оформить 2-летнюю рабочую визу, и это стоило прям по карману. Но, к сожалению, сейчас почему-то такие варианты стали недоступными. По крайней мере, для меня. Может быть, я чего-то не знаю. Во Вьетнаме всякие умельцы сейчас предлагают оформить только бизнес-визы, но для этого нужен реально действующий бизнес, и если он есть, то пожалуйста. Студенческие визы, например, по языковым курсам, типа как в Таиланде, во Вьетнаме, к сожалению, тоже недоступны. А чтобы стать реальным студентом в университете, во Вьетнаме нужен язык. У них язык очень сложный, поэтому остается только обычная туристическая виза, с которой придется каждые 45 или 90 дней делать визараны. На 45 дней ставится просто печать по прилету. Это бесплатно. На 90 дней нужно заранее делать e-визу, которая стоит $25 на человека и делается в течение 2 недель. Поэтому все иностранцы, большинство, которые живут во Вьетнаме по туристической визе, каждые 1,5-3 месяца ездят на визараны. Но, слава богу, вьетнамцы относятся к этому вполне лояльно. Возможно, даже с симпатией, так как во всех городах здесь существуют фирмы, которые каждый день устраивают рейсы на слепбасах на границу, чтобы оформить штамп в паспорт. Примерно сутки спишь в комфортабельном автобусе, и стоит это $1 миллион на человека. На месте, то есть чтобы никуда не выезжать из страны, никто визы здесь не продлевает. По крайней мере, я таких не знаю и даже не встречал, чтобы кто-то об этом говорил. Но еще есть вариант каждые 3 месяца летать в соседние страны. Но чтобы комфортно вот так путешествовать, будет выходить в среднем $1500 на семью из 3 человек. И визаран как бы сделаешь, и таким образом изучаешь Азию. Еще плюс в том, что для жизни во Вьетнаме не нужно показывать никаких счетов из банка. Просто прилетаете сюда как туристы, живете
живете. Причем прилетаете и можете в этот же день открыть себе банковский счет. Правда, карту не выдают, но мультивалютным счетом можете пользоваться по системе QR-кодов сколько хочешь. Очень удобно оплачивать любые покупки во Вьетнаме, включая авиабилеты и отели. Также здесь работают банковские карты других стран, и во Вьетнаме, кстати, легко и легально можно пользоваться криптовалютой. То есть привязываете, например, вьетнамский счет к Байбиту и больше не зависите от обмена валюты во Вьетнаме. Все просто. Работа и бизнес. Иностранцу во Вьетнаме можно легально работать, но работодатель при этом должен соблюдать определенные правила и серьезную бюрократию. Но наши здесь работают много, постоянно, и даже если не официально, все равно работают. Поэтому делаем логичный вывод, что здесь это без проблем. Но платят мало, так как Вьетнам небогатая страна, и зарплаты здесь, соответственно, низкие, но и расходы небольшие. А вот работать онлайн и жить во Вьетнаме абсолютно законно. Мы здесь туристы, поэтому налоги во Вьетнаме нам платить не нужно. Вьетнамцев это устраивает, и еще больше устраивает их то, что туристы здесь тратят заработанные в другой стране деньги. Но если вы откроете, например, здесь компанию, то у вас и визы будут, и банковские карты, и налоги, соответственно, тоже будут. Поэтому в основном здесь живут иностранцы с онлайн-работой. Здравоохранение и страховка. Стоимость медицинских услуг и качество больниц во Вьетнаме на вполне хорошем уровне. Страховки здесь не оформляют, как правило, потому что платная медицина для иностранцев здесь весьма доступная. Серьезные заболевания мы не учитываем. Семейные врачи, стоматология, скорая помощь, знакомые здесь даже рожали, все это доступно. Особенно хочу выделить классную и дешевую стоматологию. Если вы хотите сделать себе зубы, то во Вьетнаме можно сделать это капитально за приятную стоимость. Пломбы, виниры, коронки, импланты, хоть всю челюсть поменять, даже в туристическом Ничанге это будет дешевле, чем в странах СНГ. Про Европу и Запад даже не говорю. К примеру, циркониевая коронка с 10-летней гарантией под ключ здесь стоит 6 миллионов донгов. Чистка зубов стоит 200 тысяч донгов, а вылечить кариес стоит от 250 до 400 тысяч донгов. И стоматологи здесь работают, как оказалось, намного лучше, чем в Турции. Я в Турции лечил зубы, пришлось здесь перелечивать. Также здесь дешевые окулисты и прививки, и качество на высоком уровне. Вообще, в целом, медицина здесь приемлемая и доступная. Другими словами, если вы собираетесь после тура во Вьетнам дома лечить себе зубы, сходить потом к окулисту и поставить ребенку прививки, то рекомендую выделить несколько дней на это во Вьетнаме. Здесь это и дешевле, и уровнем выше. Вьетнамская кухня – это полная антисанитария. Кстати, что в Таиланде, что в Китае, что в Малайзии, что в Вьетнаме, здесь своеобразная азиатская пища и еще более своеобразный подход к ее приготовлению. Про раздельное хранение здесь, мне кажется, даже не слышали. Готовка зачастую происходит в чрезвычайно антисанитарных условиях. Мухи, тараканы, грязь – все это часть азиатской кухни. Посуду, в которой они готовят, кстати, моют прямо на задворках с экономией воды, переливая из одного ведра в другой. Вот эти вот красные тазики во Вьетнаме вы увидите почти на каждой кухне. И поймать здесь ротавирус или просто отравиться – это классика жанра. Так что здесь нужно максимально фильтровать, что вы едите. К слову, вот таких вот лобстеров или крабов, которые продают на тротуарах или на пляже, есть настоятельно не рекомендую. Лучше дойдите до ресторана «Аквариума», они буквально на каждом шагу, и выбирайте себе свежих лобстеров, которых при вас же выловят и приготовят, скорее всего, в красном тазике, но это точно лучше, чем покупать готового. Часто они просто не свежие. Кстати, есть сидя прямо на земле здесь, в принципе, норма. И еду продавать прямо с пола тоже норма. Но чаще это будут вот такие вот мини-стульчики. Но хорошие рестораны здесь тоже есть. Их заметно меньше, цены там, понятно, что выше, а для туристов еще выше. Поэтому пишите мне в инсту, подскажу вам с десяток проверенных мест, где вкусно, чисто и недорого. Во Вьетнаме нет, даже не так. Конкретно в Ничанге умопомрачительная жара. Вот просто пить. Прям сдохнуть можно. И если в первый год это не так ощущается, потому что когда ты только прилетаешь, это пальмы, море, тропики, кайф. Но на второй год лично я просто схожу с ума от этой жары. Сейчас, кстати, 7:05, съемки на улице в это время еще более-менее, хотя уже по краю, но все равно
Очки, я в тени, нормально, крем от загара, бейсболка просто необходимы. Но после 8 на открытом солнце находиться просто невозможно. Сгораешь моментально и получаешь тепловой удар. И если вы прилетели сюда, так скажем, на пару недель в отпуск, такая погода в принципе переносимая. Но спустя 1,5 года это ощущается совсем по-другому. Мы в прямом смысле слова 1,5 года живем под кондиционером. И отсюда свои последствия. Мы так, например, дошли до бронхита с пневмонией. Очень неприятно. Плюс влажность. Даже если вы никогда не потеете, здесь вы всегда будете мокрыми, стопудово. Поэтому чувствовать себя в таком климате комфортно вообще без шансов. Но это совершенно точно лучше зимы минус 30. И, кстати, зимой здесь, в Ничанге, самая комфортная температура. Конкретно здесь, в Ничанге. Влажность ниже, жара слабее. И вот зимовать во Вьетнаме ну просто кайф. Однозначно рекомендую. Причем туристов этот период здесь тоже меньше, но зимой море не такое лазурное, и здесь бывают волны небольшие. Я не представляю себе жизни во Вьетнаме навсегда, не вижу себя здесь даже через 2-3 года. Есть те, кто здесь живут годами, по 5-10 лет и даже больше, и кайфуют, но для меня Вьетнам — это точно промежуточный пункт. Если здесь все будет оставаться точно так же хорошо или даже становиться еще лучше, то это та страна, куда хочется возвращаться. На зиму, в отпуск или просто выгулять семью, отдохнуть, но пускать здесь корни, заводить детей, встретить старость — это не мое. Вьетнам дает возможность выгодно изучать Азию, сравнивать жизнь в соседних регионах, но точно не будущее. Это не страна с перспективами. Вьетнам — это страна для комфортного отпуска, ну или для временного проживания, опять же, для меня. Если зашло, ставьте лайк, подписывайтесь. Увидимся через пару дней.